Всем большой привет, меня зовут Лада, добро пожаловать на мой YouTube-канал «Любимое дело». В этом видео я предлагаю очень легкий урок по рисованию акрилом, как раз для тех, кто не умеет рисовать, но очень сильно хочет. Такой пейзаж можно нарисовать и акрилом, и гуашью. Можно попробовать акварель, но с акварелью будут немного другие нюансы в технике. Понадобится всего 3 краски: красная, желтая и черная. Насчет кистей здесь также можно не заморачиваться. Можно взять как синтетические кисти для акрила, так и кисти с жесткой щетиной. У меня как раз такие, небольшого размера. И еще одна тоненькая кисточка, которой я буду дорисовывать детали. Здесь такой пейзаж я рисую на акварельной бумаге плотностью 200 грамм. Но дам такой совет, что лучше всего акрилом рисовать на грунтованном картоне, на холсте. Или же, если этого нет, то берите бумагу акварельную хорошей плотности, от 300 грамм точно. Если вообще этого нет, то берете просто обычный картон, который у вас есть дома. Грунтуете его белой акриловой краской также и используете как холст. Начинаю процесс рисования. Как видите, здесь у меня палитры нет. Точнее, она будет, но чуть-чуть попозже для некоторых других целей. А вот для рисования такого пейзажа палитрой служит лист, на котором я это все рисую. Начинаю я с желтой краски, прямо выдавливаю ее на лист белой бумаги и кисточкой вот таким вот образом распределяю эту краску по листу, как бы посередине. Помимо желтой краски буду использовать красную и черную. Сколько нужно краски, все зависит от размера вашей картины будущей, от размера вашего листа. Если у вас картина большего размера, то, соответственно, больше краски нужно. Но я не советую выдавливать сразу много краски или на палитру, или вот как я сразу на холст, потому что может получиться так, что не всю краску вы размажете, распределите, и у вас останется излишек. Его нужно будет убирать, но это не очень удобно, комфортно. Поэтому я советую добавлять немножечко краски и распределять ее. Если там, где у вас не хватает, еще добавьте и так далее, и так далее. Красной краски, заметьте, я добавляю совсем немного. Если желтой я добавляла много, то красной совсем немного, потому что у красной и затем далее черной краски очень хороший такой насыщенный пигмент, и совсем немножечко нужно такой краски, чтобы это все было очень ярко, насыщенно. Здесь такой у меня закатный вечерний пейзаж, где желтое это уже такое расплывчатое солнышко, которое уходит за горизонт. Красный это облака, такое небо, знаете, закатное, очень интересное оно и очень красивое. Ну и черное это земля. Кстати, черной краской я также добавляю некоторые облачка, чтобы затемнить так места. Сначала черный, потом поверх красный. Это вы чуть-чуть попозже увидите. Вот так получается у нас, и на этом моменте можно остановиться тем, кто вообще не умеет рисовать, и его так все устраивает. Но для тех, кто хочет чуть-чуть дальше уйти, я беру вот такую кисточку, она плоская синтетика, но можно рисовать и той же, которой вы рисовали ранее, и добавляю белую краску, белую акриловую, белила титановые. И вот таким образом я дорисовываю облачка. Чуть-чуть добавляю белой краски вот в это закатное солнышко, в эти лучи, чуть-чуть высветлить. Повторюсь, что это не обязательно, но если вы хотите, чтобы у вас картина немножечко заиграла, еще лучше, да, то можно добавить эти моменты. Также этой же кисточкой я потом черной краской добавляю облачка вот таким образом. Опять же, вы можете потренироваться,
добавить себе такие облачка, а можно и не добавлять. Ну и чтобы у нас облака не были там черные-черные, я чуть-чуть поверх красной красочки их сглушаю, этот цвет заглушаю. И картина готова. Сейчас мы будем добавлять другие элементы в нее. А далее для добавления всяких разных деталей, травинок, может, деревьев, я беру сухоцветы. У меня есть несколько папок с сухоцветами, с уже готовыми сухоцветами. Это те листочки, цветочки, которые я летом собирала, сушила их в книге под прессом, и вот они уже в готовом виде у меня, так сказать. Допустим, у вас сухоцветов нет. Не проблема. Берете, идете в поле, набираете всякие листики, травинки, цветочки и в книгу, и чуть-чуть их подсушиваете. А можно даже их не досушить, главное, чтобы ушла влага и чтобы они не были сырыми. Вот в таком состоянии их можно использовать для картины. Я сейчас на этом пейзаже буду рисовать имитацию деревьев, но, допустим, я рисовать деревья не умею. Я беру сухоцветы, в данном случае очень хорошо подходит тысячелистник, засушенный тысячелистник. Можно, кстати, пижму взять, также ее под пресс, и также она будет имитировать, можно сказать, дерево. Вот таким образом раскладываю сухоцветы на пейзаже. Конечно, пейзаж должен очень хорошо высохнуть, чтобы мы не измазались в будущем. Раскладываю, смотрю по композиции, если меня все устраивает, то я приступаю к следующему этапу. А следующий этап будет очень интересный, по крайней мере, мне понравился сам процесс. Беру какой-нибудь лист или ту же самую палитру, но здесь обратите внимание, что это все должно быть без всяких бортиков, на твердой поверхности и ровной поверхности. Выкладываю краску черного цвета, тот же самый акрил. Если вы рисуете гуашью, то можно гуашь использовать. Если вы фон рисовали акварелью, то лучше всего сделать все-таки сухоцвет, отпечатать именно акрилом. Итак, акрил у нас на палитре черный. Беру кисть, беру сухоцвет. Соответственно, как бы изнаночной стороной этого сухоцвета ко мне вверх, лицевой вниз. И изнаночную сторону сухоцвета, которая должна отпечататься на пейзаже, я очень хорошо прокрашиваю черной акриловой краской. Очень-очень хорошо, чтобы по возможности у меня все вот эти веточки и элементы вот этого сухоцвета очень хорошо отпечатались на пейзаже. Прокрасили. Далее сухоцвет я отправляю на пейзаж, изнаночный вниз, той, который мы прокрашивали вниз, отправили, положила на то место, на котором он должен быть по композиции, прикрываю салфеткой и как бы проглаживаю ладошкой, пальчиками. Даже не то, что проглаживаю, главное не сдвигать этот сухоцвет, иначе ничего не получится, конечно. Я его продавливаю, да, все детальки этого сухоцвета, чтобы они очень хорошо отпечатались на пейзаже. Убираю салфетку и убираю сухоцвет, отпечаток у меня остался. Все эти манипуляции я проделываю с другими сухоцветами, которые мне планируется быть в композиции. Здесь хочу дать несколько советов. Во-первых, можно добавить капельку воды в акрил, немного, всего лишь капельку, для того, чтобы акрил был чуть более жидкий и не так быстро засыхал. Бывает так, что вы покрываете сухоцвет акрилом, а вот на тоненьких веточках он просто засыхает, и когда вы уже делаете отпечаток, что у меня было тут в нескольких местах, акрил засох и уже не может отпечататься на пейзаже вашем. Поэтому чуть-чуть водички будет самое то. Не переборщите, потому что если больше воды добавите, то у вас все это размажется в итоге. И другой совет, если, допустим, вы композицию составили и боитесь, например, что если вы будете убирать сухоцвет, вы просто не сможете вспомнить, куда его отпечатать, да, в какое место, то сфотографируйте вашу композицию, и уже на основе рисунка вы будете уже знать, где вам нужно расположить тот или иной сухоцвет для отпечатка. Здесь еще хочу добавить, что идея эта немного недоработана мной, но я над этим работаю, извините за тавтологию, но так и есть.
все-таки некоторые элементы в сухоцветах не пропечатываются прям до конца, но я не вижу в этом проблемы. Главное, что отпечатывается общий образ, а тоненькие всякие элементы, там маленькие линии или какие-то кружочки, это все можно дорисовать, я думаю, что каждый умеет. Для этого я использую тоненькую кисточку и дорисовываю все эти мелкие непропечатанные детали. Кстати, можно даже и пофантазировать и дорисовать что-нибудь свое. Вот что у вас в фантазии возникнет, то можно и сделать. Мне кажется, что отпечатки это шикарное поле для фантазии, и здесь можно на полную катушку разыграться в этом плане. Вот такой пейзаж получился. Мне очень понравился и процесс, и результат, хотя, признаюсь, немного грязное это дело, но тем не менее очень интересное. Обязательно отпишитесь в комментариях, как вам понравилась идея, понравилось ли видео и пробовали ли вы уже такое сделать. Мне будет очень интересно почитать. Ну а я желаю вам вдохновения, смелости в творчестве, пробуйте, творите в удовольствие. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока!